Эти незамысловатые жесты слуги Гиппократа могут показаться некоторым частью какого-нибудь шаманского обряда, но это только не сведущим в высоких технологиях. Человек в больших очках, больше напоминающий робота, настоящий врач-травматолог Александр Ситник, а на операционном столе у него реальный пациент. Мужчина 40 лет с переломом нижней части голени вблизи голеностопного сустава. Перед тем, как орудовать скальпелем, хирург должен выбрать правильный доступ к месту перелома. И вот здесь на помощь ему приходит новейшая техника – очки дополненной реальности. Мы получаем компьютерные томографические данные от перелома, загружаем их в систему. На выходе получаем голограмму конкретного перелома конкретного человека. Перед операцией, за полчаса или за день, как время позволяет, я с помощью этих очков эту голограмму у себя в кабинете могу растянуть до размера трехэтажного дома, могу ужать как мне надо, могу вращать перед собой, могу ходить вокруг. Соответственно, высматривать все нужные щелочки, трещинки и так далее, и так далее. На службе хирурга объемная картинка 360 градусов с любого направления. Спереди, сзади, сбоку, изнутри, снаружи. Носить на работе умные очки Александр Ситник начал еще 2 года назад. Пока он единственный врач в стране и первый травматолог в мире, использующий очки дополненной реальности во время своих операций. Опыт колоссальный. 80 подобных хирургических вмешательств. И ни одного отрицательного случая. Это прорыв в области медицины и отличная новость для любителей цифровых технологий. Устройство представляет собой надеваемый на голову обруч с 2 тонированными стеклами. Очки автономные, не требуют подключения к компьютеру. Внутри 4 камеры по 2 с каждой стороны для сканирования окружения и ориентации в пространстве. 4 микрофона, датчик глубины, гиростабилизатор, сканер окружающего освещения. Мощный процессор перерабатывает терабайты информации. А оптика устроена так, что изображение не просто выводится на экран, но еще и правильно совмещается с объектами реального мира. Управлять картинкой можно с помощью жестов, голосом и даже взглядом. Пока такие очки массово не продаются, они доступны только разработчикам, а медицина – область, куда стремятся информационные технологии. Как только очки появились на рынке, IT-компании стали создавать для них новые решения. В Беларуси эту идею в жизнь воплощает соосновательница стартапа Инна Хмельницкая. Ее компания выполняет 3D-моделирование для смешанной реальности, которая применима в медицине. Начинается с того, что больному делают рентген. Вот здесь представлены данные рентгена. Потом делается обязательно компьютерная томография. И дальше следующая задача – это построить ту 3D-модель, которую уже можно использовать в очках виртуальной реальности. То есть для того, чтобы правильнее сделать разметку, да, как раз-таки помогает вот эта модель. По сути дела, что происходит? Доктор как будто бы заглядывает внутрь и сквозь кожу, плоть пациента видит поломанную кость. Только она у него находится сверху на теле. Это позволяет мне взять маркер, нарисовать прямо на коже отломки, нарисовать прямо на коже будущую линию моего хирургического доступа. Аппарат снимается, все-таки он весит около полукилограмма, всю операцию в нем не очень удобно проводить. Дальше мы работаем уже так, как всегда, но мы точно знаем ту плоскость, ту зону, где нужно выполнить хирургический разрез. Ну, сейчас мы можем гордиться нашей страной, нашими врачами, нашими разработчиками, что мы можем стоять прямо на стыке передовых технологий и работать непосредственно в операционной. Белорусская разработка не раз была представлена в Европе и Америке и произвела впечатление на хирургов и обычных пользователей. Удалось удивить и Силиконовую долину. Инновационный проект получил признание на серьезных травматолого-ортопедических конгрессах планеты. О том, что делают белорусские врачи, узнал и профессор Шафи Ахмед из Бангладеш. Не только ведущий онколог Королевского лондонского госпиталя, но и первый в мире виртуальный хирург. При помощи гаджета он транслировал свою операцию на 100 с лишним стран и сразу приобрел мировую известность. Мы считаем, что за данными технологиями будущее, и мы планируем достаточно активно использовать эту методику в обучении врачей и специалистов как нашей страны, так и зарубежных специалистов в рамках нашего образовательного центра при РНПЦ-травматологии. Кроме того, видим серьезные перспективы в использовании данной технологии в телемедицине.
Тем временем очередная операция первого белорусского травматолога, который подружился с разработкой и освоился в виртуальной реальности, подходит к концу. Он не оперирует по интернету, его пальцы при нем и не покидают операционной. Но к процессу он может привлечь коллегу, который находится за тысячи километров. Трудности такого проекта – это скорость интернета, а также разные часовые пояса и языки. Но эти неприятности устраняемы. Есть еще одна – цена оборудования. Очки стоят $3500. Для больницы это недорого, для врача значительно. Но ведь и мобильный телефон когда-то был не всем по карману и почти каждому в диковинку. Константин Глубокий, Геннадий Челей. Субботний выпуск.